Коломенском парке в окружении живописных рощ находится место, которое раньше называли «Восьмым чудом света» – дворец царя Алексея Михайловича. Памятник русской архитектуры XVII века выполнен с точным следованием канонам русского деревянного зодчества и напоминает затейливую игрушку. Луковичные башенки, резные наличники, высокие крылечки, расписная черепица на крыше – все производит впечатление сказочности и переносит гостя в стародавние времена, те самые, когда русской земле неведомы были каменные колонны и европейские дворцы. Забавно, но сама русская часть построена отнюдь не во времена сказок и былин, а совсем недавно, всего несколько лет назад. Постройка полностью повторяет оригинальный дворец царя, который стоял здесь в XVII столетии. Позже он был заброшен и в связи с активным разрушением разобран. Правда, чертежи и замеры бережливая Екатерина II сохранила, благодаря чему и стало возможным отстроить это великолепие заново. Столовая палата, где проходили пиры. Удивительно, но стульев вы здесь не увидите. Право сидеть за столом имел только царь-батюшка. Остальные гости кушали стоя. Стены этой части дворца расписаны ярко и пафосно. Бросается в глаза обилие золотой краски. Если взглянуть на потолок, можно увидеть уникальные росписи звездного неба со знаками зодиака, солнцем и луной. По тем временам это был прорыв, поскольку в просвещенной Европе кое-где все еще считали Землю плоской. Мы на смотровой площадке дворца царевича Алексея Михайловича. Первое впечатление от постройки – это праздничное настроение и радость, которые стремились выразить мастера. Окна украшены резными деревянными наличниками и цветными деталями. Использована отделка тесом, имитирующим камень. Оконные и дверные карнизы также удивляют замысловатой резьбой. Множество декоративных элементов и витражи придавали строению нарядный и праздничный вид. Дворец царя Алексея Михайловича состоял из 27 теремов и палат, соединенных сенями и переходами. Высота некоторых палат достигала 30 метров, а общая площадь ансамбля составляет более 7000 квадратных метров. Хоромы разделены на женскую и мужскую половину. В женской части вы осмотрите палаты царицы и царевин, а в мужской – кабинеты царя и царевичей, а также палаты, предназначенные для ожидания и приема гостей. Думная палата выполняла функцию приемной. Стены были обиты красным сукном, вдоль них стояли лавки для бояр и стол для документов. Государь восседал на этом троне. Заметили внизу двух золотых львов? Они с секретом. Алексей Михайлович был большим любителем механики, и по его приказу для потехи гостей
Около трона установили механических львов, которые мотали головами и сверкали глазами, чем приводили в легкое удивление иностранцев к великому удовольствию русского царя. Комната царя Алексея Михайловича. В этом помещении государь проводил большую часть дня. Он мог допустить сюда членов ближней Боярской думы, но в первую очередь комната служила местом уединения. Здесь царь занимался государственными делами, писал письма и записки. Внутренний распорядок царских постельных покоев отражал древнерусское представление об исключительном положении царя и особую заботу о его безопасности. Доступ в комнату был строго ограничен. Сюда не мог войти никто, кроме самых близких царю придворных. Комната царевича Федора Алексеевича. Девятый ребенок царя родился болезненным. На него не возлагали особых надежд, как на будущего правителя, но в 1676 году 16-летний царевич был венчан на царство вместо неожиданно скончавшегося отца. Федор Алексеевич стал очень деятельным государем. За недолгое 6-летнее правление сумел многое поменять в русском обществе. Из Коломенского дворца началась дорога Петра к малым и большим свершениям. Переодевание дворянства в западное платье, строительство Санкт-Петербурга, победе над шведами. Петр не забывал о Коломенском, иногда возвращаясь сюда. Он всю жизнь дорожил отцовским дворцом как памятью о детстве. Самое интересное помещение – это мыльня. Поверим, что мыльня, то есть баня при царе Алексее Михайловиче, выглядела так. Царь-то был прогрессивный, и дворец построен по последнему слову техники. Воду для мыльни брали из Москва-реки, и царь обязательно тут мылся перед и после совершения греховных дел, к которым относил посещение царицы и посещение театра. Это прообраз ванны. На дно корыта клали раскаленные камни, чтобы вода не остывала, и царь мог попарить ножки. Престольная палата царицы. Тем не менее, царицы тоже устраивали аудиенции. К ним приходили люди из царицыной мастерской палаты, управляющие и жители подведомственных палате слобод, духовенство с подношениями и просьбами, а также другие челобитчики. Царицы и царевны часто ходатайствовали перед царем о смягчении приговоров. На торжественной аудиенции в покое государыни в сопровождении царя приглашались иноземные послы Московской и Вселенской патриархии, иноземные особы царского достоинства. Рукоделие занимало важное место в системе ценностей православного патриархального уклада русской жизни. Ему придавалось тем большее значение, чем выше было положение семьи в обществе. Умение вышивать было признаком хорошего воспитания любой знатной женщины, и царицы с царевнами собственными руками украшали церковную утварь. Был также образован особый приказ «Царицына мастерская палата», ведавшая изготовлением одежды для цариц, царевичей и царевин. Для чистых рукоделий во дворце служила светличная палата, большая комната на женской половине. Покои царевны Софьи Алексеевны. Софья стала реальным правителем. Она проводила заседания Боярской думы и контролировала работу приказов. Покои Елизаветы Петровны. Бесстрашная наездница
Неутомимая охотница, она часто совершала далекие прогулки и, приезжая в Москву, непременно посещала Коломенское, отчасти вернув ему статус парадной резиденции. В год своей коронации она приняла в Коломенском персидское посольство. Вместе с ней в Коломенское приезжал Михаил Васильевич Ломоносов, научную просветительную деятельность которого царица поддерживала. Я рассказала лишь о малой части помещений дворца в Коломенском, которые туристы посещают во время своей экскурсии. Это очень интересное погружение в быт старины, ведь несмотря на недавнюю реконструкцию, интерьеры хором воссоздали очень точно и тщательно. Изучив дворцовые интерьеры, вы сможете многое узнать о личной и официальной жизни русских царей и семейных отношениях.